Друзья, всем привет! Уже не за горами новогодние праздники, и самое время готовить штолен. Это традиционная немецкая рождественская выпечка. В нашей стране эта выпечка тоже очень популярна. Я ее готовлю каждый год. Для нашей семьи это уже стало традицией. Особенность этой выпечки в том, что штолен выпекают за несколько недель до Рождества в Европе или до Нового года у нас, чтобы он успел настояться и как следует созреть. Миндальная мука, букет пряностей, обилие изюма и цукатов придают этой рождественской выпечке насыщенный вкус и аромат праздника. Штолен можно дарить близким и друзьям, завернув его в красивую праздничную упаковку. Это прекрасный новогодний или рождественский подарок. В этом году я готовила штолен на закваске. Ну а для любителей дрожжевой выпечки у меня есть ролик штолена и на дрожжевом тесте. Ссылка будет в описании. Для начала подготовим смесь из цукатов, сухофруктов, изюма. В миску выкладываем цукаты и сухофрукты. У меня вишня и клюква. Выкладываем изюм. Изюм я предварительно залила кипятком и оставила на 10 минут. Затем воду слила, а изюм обсушила бумажным полотенцем. Все хорошо перемешиваем. Добавляем апельсиновый сок и оставляем настаиваться не менее чем на 2-3 часа. В миску с просеянной пшеничной мукой высшего или первого сорта. У меня пшеничная мука первого сорта. Добавляем миндальную муку. Миндальную муку я перемешала с тростниковым сахаром. Вместо тростникового сахара можно использовать белый сахар. Миндальную муку можно купить в магазине, можно сделать самим. Ссылка будет в описании. Добавляем пряности. Выбирайте пряности по своему вкусу. Список пряностей, которые я использую в этом рецепте, будут указаны в составе ингредиентов в описании. Смешиваем все до однородной консистенции. Добавляем соль для дополнительного вкуса и опять все перемешиваем. Тесто я буду замешивать в тестомесе, поэтому подготовленную муку высыпаем в дежу тестомеса. Выкладываем в дежу тестомеса опару. Опара созревала у меня 8 часов и на данный момент находится на пике своего подъема. Добавляем молоко. Добавляем растительное масло, добавляем куриные яйца. Замешивать тесто я буду в тестомесе 3 минуты на самой низкой скорости и 3 минуты на второй скорости. Вот такое получается тесто. Гидратацию я не корректировала. Тесто достаточно мягкое, липкое, и это нормально. Добавлять муку в тесто, чтобы оно стало менее липким, я бы не рекомендовала. У кого-нибудь может возникнуть вопрос, почему у меня тесто получилось несколько темноватым. Я использовала пшеничную муку не высшего сорта, а первого сорта. Первый сорт пшеничной муки всегда несколько темнее высшего сорта. Я использовала тростниковый сахар вместо белого. И миндаль я не очищала от кожицы. Добавляем в тесто изюм и сухофрукты. Добавляем вместе с апельсиновым соком, если он еще весь не впитался. И продолжим замес в тестомесе ровно до тех пор, пока смесь изюма и сухофруктов не перемешаются с тестом. Вот что в результате должно получиться. С помощью скребка соберем тесто со стенок дежи тестомеса. Добавим еще совсем немного растительного масла. Я это делаю больше для того, чтобы тесто легче было переместить в другую мисочку. Если оставить растаиваться тесто в деже, то масло можно не добавлять. Я переложила тесто в мисочку, по возможности выровняла поверхность теста, накрываю миску с тестом крышкой и оставляю на расстойке не менее чем часа на 4. За время расстойки тесто увеличилось у меня раза в 2. Это сдобное тесто на закваске, и поэтому оно поднимается несколько медленнее, чем несдобное тесто на закваске. Рабочую поверхность совсем чуть-чуть смазываю растительным маслом, выкладываю тесто
Собираю края теста к середине, переворачиваю тесто, а затем округляю. Из этого теста у меня получится два больших штолена. Делю тесто на две части. В идеале хотелось бы, чтобы это были равные части. Я делаю все на глазок, поэтому как получится. В принципе, разделила тесто практически пополам. Немножко смазываю руки растительным маслом, чтобы легче было работать с тестом. Тесто оно очень мягкое и все-таки липковатое. Одну часть теста округляю и убираю в сторонку. Из второй части теста буду формовать штолен. Раскатываю тесто в не очень тонкий овальный пласт. Пласт получился у меня размером примерно 30 на 20 сантиметров. Складываю тесто гармошкой в 3 слоя. Вот такая форма штолена у меня получилась. Вообще форма штолена имеет сакральное значение. Она олицетворяет спеленутого новорожденного Христа. Отправляю заготовку на противень, формую второй штолен, также гармошкой в 3 слоя. Также отправляю его на противень. Противень я предварительно покрыла пергаментом. Заготовки кладем на достаточном расстоянии друг от друга, так как при расстойке, а потом еще и при выпечке они сильно увеличатся в объеме. Заготовки накрываю и оставляю на расстойке часа на 2. Выпекать штолен я буду в хорошо разогретой духовке до 180 градусов по Цельсию минут 40. Минут через 20 после начала выпечки я покрыла штолины пергаментной бумагой, чтобы их верхушка не сильно потемнела. Вот они, мои красавчики, очень сильно увеличились в объеме. Хорошо, что я заготовки далеко положила друг от друга. Штолины еще очень горячие, вот я даже не могу до них дотронуться. И пока штолины горячие, покрываем их шубкой из сахарной пудры. Сахарную пудру не жалеем. Чем щедрее обсыпем штолины сахарной пудрой, тем вкуснее они будут. Если мы увидим, что сахарная пудра подтаяла на штолинах, поскольку штолины очень горячие, то обсыпать штолины сахарной пудрой желательно повторно. Теперь оставляем штолины в таком состоянии до полного остывания, не менее чем на 12 часов. Это очень важно. Штолины пролежали у меня всю ночь, полностью остыли. В этом ролике я в разрезе эти штолины показывать не буду. Хочется все-таки разрезать их, когда они полностью созреют, дать им хорошо настояться. Во время созревания вкус и аромат штолина будет меняться, становиться глубже, интенсивнее, ярче. И вот тогда их уже и можно будет подавать к столу и наслаждаться ими. Как я уже говорила, штолины я пеку под каждый Новый год. Это уже 5-й рецепт. Вы сейчас можете видеть, какие они в разрезе, мои штолины предыдущих лет. Уверяю вас, штолины этого года в разрезе будут не хуже. Если не забуду, я покажу эти штолины в разрезе в каком-нибудь из роликов, который выложу после Нового года. Ссылку на рецепты штолинов прошлых лет я оставлю в описании. Кому интересно, посмотрите. Далее каждый штолен я заверну в пергамент и в фольгу и отправлю их на хранение в прохладное место дней на 20. В прошлом году я сумела дать выдержку моим штолинам дней 30. В этом году я немножко припозднилась с выпечкой штолинов, но 20 дней у меня еще железно остается до Нового года. Вот такую длительную выдержку штолинам нужно давать обязательно, потому что вкус у них после этого просто становится бесподобный, даже вот нет слов, чтобы описать этот вкус. Но прежде чем отправлять штолен на хранение, я с обратной стороны его тоже очень щедро обсыпаю сахарной пудрой. И примерно вот в таком виде я отправляю штолен на хранение в прохладное место. Вот, пожалуй, и все, что я хотела показать и рассказать.
Если захотите повторить этот рецепт, я буду рада. Время у вас еще есть и до Нового года, и до Рождества. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем хорошего настроения, отменного здоровья и до новых встреч на моем канале.